Здорово, это Рафаэль, и я объясню тебе, как закончился Resident Evil Village. Итан умирает от рук Миранды, и она вырывает его сердце из груди. Встреча с Эвелиной говорит ему о том, что он целиком состоит из плесени. И тогда встает вопрос, когда он стал мутантом. Ответ лежит на поверхности, ведь он встречает Эвелину. Она заразила его в доме Бейкеров, став его началом как плесень. Теперь все карты сложились воедино, и нам объяснили, каким чудом Итан буквально приклеивает свои конечности раствором. Но его способности как мутанта были показаны только в регенерации. Это невозможно. Бред. Посмотри фрагменты сказки «Деревня теней». Акцентируй свое внимание на том, что отец героически жертвует собой. Тут над чудовищами пронесся вихрь. Пред ней явилась ведьма. Ты даров взяла сполна. Теперь ты нам должна. И она заперла девочку в зеркале. Родители искали дочь целый день и, наконец, нашли. Охваченный гневом, папа бросился на ведьму, а мама нежным касанием развеяла злые чары. Но ведьма была сильна, и папа крикнул: «Спасай нашу дочь!» Мама с дочкой побежала прочь, а лес охватил пожар. Пепелище и поныне напоминает о жертве, которую принес отец. И до сих пор всем детям, кто слишком долго смотрит на выжженную пустошь, снятся кошмары, как они пошли собирать ягоды и заблудились в лесу. Теперь проведем параллели и вернемся в момент, когда Итан говорит Крису забирать Розу и остается, чтобы нажать детонатор и пожертвовать собой. Но не спеши. Посмотри на его руку. Она все так же не восстановлена. А теперь задумайся, можно ли восстановить сердце, но не восстановить руку? Вероятно, Capcom просто забыли про эту деталь и не изменили к релизу игры этот просчет. Итан смотрит на свою правую руку и видит, что начался процесс распада плесени. Ему осталось недолго. Понимая это, он остается, чтобы пожертвовать собой. Дальше все действия повторяют сказку. Мать с дочкой спасаются, отец жертвует собой. На этом наша сказка не заканчивается. Роза! Capcom проводит прием перемотки времени и показывают уже повзрослевшую Розу Винтерс. Она едет в автобусе навестить могилу своего отца. В это время я бы хотел отметить, что Роза родилась от союза двух мутантов, а именно Итана и Мии. Эвелина была создана в лаборатории в результате совмещения человеческого эмбриона с клетками грибка. Можно заявить, что Роза – получеловек-полумутант, который наследует силу Эвелины. Папа, с днем рождения. Прости, что я пропустила целую неделю. У меня скоро куча тестов. Ну, ты все знаешь. Ну вот, стоит лишь только вспомнить. Извини, мне пора. Люблю тебя. Нашел ее. Дальше ее забирает агент, и они едут по дороге, отдаляясь от Возьми себя нас. в руки. На этом моменте некоторые думают, что их встречает Итан Винтерс. Помнишь, я говорил тебе про руку, которая все никак не хотела восстановиться? Она также не восстановлена даже в этом моменте. Его вероятность выжить после процесса распада плесени и огромного взрыва должна сводиться к нулю. Иначе все это просто не имеет никакого смысла. Делаем вывод, что это задумка Capcom, и это специальная пасхалка, которая манипулирует чувствами. Либо они забыли вырезать это из финальной релизной версии игры. Подведем итог. Итан мертв, и следующий герой 9-й части Resident Evil — Роза Винтерс. Ведь на набросках Розы нам уже дают информацию о том,
что она должна была стать игровым персонажем и помогать Итану сражаться с некоторыми врагами. Поддержи меня лайком и подпиской. Также ты можешь посмотреть мои другие видео, они также получились интересными. Нет, Миранда ни при чем. Ты уже давно мертв. Знаешь, ты вся в него. Но пока что можно заявить, Роза очень похожа на отца и наследует его волю. Я знаю.